Всем мексиканский привет, ребята! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сегодня мы отправимся на лодочную прогулку по озеру Катемако. А также посмотрим красивейший водопад в этом районе. Из штата Оахака до Веракрус, штат, в котором мы сейчас находимся, мы добирались почти 10 часов. Вчера мы приехали уже уставшие, поужинали и въехали в наш отель. Сейчас я вам его покажу. Отель называется Плая Асуль, что в переводе с испанского лазурный пляж, либо голубой пляж. Здесь можно приезжать с животными. Вход в наш отель. Вход в наш отель. Мы сюда заезжаем на машине. Здесь приятная тень от деревьев. Сегодня очень жаркая погода, и у нас много планов. Мы приехали поздно вечером. Нас быстро зарегистрировали на ресепшене. Кстати, на ресепшене можно еще купить какие-нибудь снеки, можно купить водички, можно просить это у администратора, и она вам поможет. Здесь находится ресепшн. Можно здесь посмотреть карту всей Мексики. Вот штат Веракрус, в котором мы сейчас с вами находимся. Вот Катемако, именно город, в котором мы сейчас проживаем. До этого мы были в штате Оахака. Вот здесь вот, и получается вот отсюда ехали в Катемако. Он такой охранник у нас сидит на ресепшене. Всегда охраняет нас. Молодец. Молодец. У кого такой мокрый носик у нас здесь? Это твой мячик, Боба. Ты мне его принесешь? Ого, ничего себе, ты молодец. Давай еще. Давай. Молодец. Ого, какой ты молодец. Иди ко мне. Давай еще. Давай. Ты понимаешь русский язык. Еще дашь? Ну давай, давай. Давай сюда. Где у тебя мячик? Молодец. Еще раз? Давай. Эх ты, Боба. Этот отель-резорт очень большой. Здесь очень много домиков, в которых можно поселиться. Так как у нас сейчас будние дни, мы практически единственные, кто здесь отдыхает. Вечером еще были какие-то соседи, но они уехали утром. Здесь расположен наш домик. И здесь же находится наша машина, но нашу комнату покажу вам чуть позднее. От самого города Катемако этот резорт находится в 1,5 километрах, поэтому не очень далеко, но с машиной будет гораздо удобнее. На территории резорта очень много деревьев, пальм. Находимся в окружении природы. Также в определенные дни здесь проходит церемония, которая называется Темаскаль. Это как раз эта вот необычная баня с шаманом. Для тех, кому будет интересно, пишите заранее в этот резорт. Также здесь есть ресторан. По вашему запросу могут сделать завтраки, обед или ужин. Сейчас я вам покажу эту территорию. Мы ничего дополнительно не брали. Вот здесь в формате буфетов проходят ужины и завтраки. Выходим из ресторана и попадаем в зону бассейна. Бассейн ежедневно чистят. Здесь можно купаться до 10 вечера. Есть даже детская горка, с которой можно детишкам скатываться. Конечно, для того, чтобы искупаться в бассейне, сначала необходимо принять душ, а потом уже можно поплавать в бассейне.
Также из активностей, помимо бассейна, здесь есть волейбольная площадка, поэтому можно приехать большой компанией, играть в волейбол. Есть качели, столики для пикника, либо просто для отдыха. И, конечно же, отсюда открывается красивый вид на лагуну Катемака, по которой совсем скоро мы с вами отправимся в небольшой тур. Можно как раз-таки посмотреть, как сейчас туристы уже плавают на лодочках и любуются островами, местной флорой и фауной. Сейчас я покажу вам наш номер. У каждого номера есть небольшая терраса и стоит стульчик, что очень удобно, потому что интернет в комнате ловит не очень хорошо, а на улице получше. Давайте пройдем в наш номер. Здесь у нас две большие двухспальные кровати, есть кондиционер, картины в качестве украшения комнаты, компьютерный стул, просто обычное кресло, рабочий столик, телевизор. Есть еще одно кресло, где можно расположиться, зеркало. Здесь гардероб, где также можно расположить все вещи. Есть прикроватная тумбочка, окно. Сейчас пройдем в ванную комнату, точнее в душевую комнату. Здесь большое зеркало, раковина, унитаз. Конечно же, полотенчики чистые и сам душ. Отличный напор горячей и холодной воды. Сейчас мы находимся на набережной Катемака и хотим разузнать все про лодочный тур. На набережной есть небольшая палаточка с сувенирами, браслетики, сигары здесь местные, которые не так далеко производят, самые популярные, какие-то часики. Различные сережечки, но людей мы здесь видим совсем мало. Это сигара ручной работы, говорят, что в этом регионе Да, делают. это правда, очень популярные и самые популярные мексиканские сигары. Ванилью, а это с шоколадом. Прикольно. Угу. Ну а если пройтись немножко подальше, то можно увидеть красивую надпись с названием города, в котором мы находимся, Катемако. Катемака часто называют лагуной, хотя скорее это пресное озеро вулканического происхождения. Да и находится оно в 13 километрах от Мексиканского залива, поэтому скорее это озеро все же. На набережной мы видим золотую статую рыбака, рыбак с веслом. Также здесь эта обзорная площадка сделана в виде носа корабля. На набережной на самом деле не так много туристов, в основном все приезжают организованными группами. Поэтому, когда вы сюда приходите, вы обязательно встретите много рыбаков, которые предлагают вам свои лодки. И цены у всех одинаковые. Сейчас я вам покажу на примере этого плаката, сколько стоит этот тур. Здесь можно посмотреть, что вас ждет во время прогулки по озеру, что вы встретите, где будете проплывать, ну а также цены. Лодки рассчитаны на 6 человек. Стоимость лодки 900 песо, либо 1200 песо. Это, скажем так, более длинный тур. Но с человека, если у вас будет 6 человек в лодке, то, соответственно, 150 песо и 200 песо с человека. В итоге, совсем рядом с этой скульптурой лодочника, вот в этом вот магазинчике, также с сувенирами, мы забронировали себе тур на лодочку. И сейчас уже отправляемся смотреть озеро Катемака. Буквально через 5 минут у нас уже первая остановка возле острова, который называется Агальтепек. Он популярен своими обезьянками, которые сюда завезли в конце 80-х годов. И сейчас здесь числится более 80 особей. Это какие-то специальные обезьяны-ревуны, которых можно услышать ранним утром, как они кричат, издают какие-то звуки. Вот, и сейчас мы пытаемся их увидеть на ветках, на ветвях деревьев.
природу, флору и фауну, и зовут его Micheladas эль Primo. Но это он сам себе придумал такое имя. А настоящее его имя это Хуан. Сейчас мы доплыли до следующего острова, называется он Чангос. Здесь мы видим огромных игуан, также множество птиц. Сейчас мы были с вами на острове обезьян. Он называется остров Чангос. Увидели даже интересную макаку. Ну и плывем дальше. Обезьянки, которых мы сейчас видели, называются медвежий макак. Их привезли сюда из Юго-Восточной Азии, преимущественно из Таиланда. Вот сейчас мы прямо слышим вой обезьян, который издается вот с этого большого острова. Кстати, на этом острове есть еще своеобразные бани, которые можно сходить, принять. Это, как знаете, такая национальная традиция. Помимо этого, на этом же острове водятся крокодилы, то есть их можно посмотреть, видимо, где-то в бассейне. Также здесь можно даже арендовать жилье и пожить на этом острове несколько дней. Сейчас мы приехали на остров Нансияга. Этот остров знаменит тем, что здесь находятся обезьяны, вой которых вы сейчас слышите. Крокодилы также здесь водятся. Помимо этого, здесь можно арендовать домик и остаться на ночь. Все эти обезьянки, которые издают дикий рев, находятся очень высоко на деревьях, поэтому подснять их не получается, зато очень хорошо слышно, как они ревут, представляете? Очень необычно. Также на острове Нансияга находится минеральный источник, в котором содержится 14 минералов. Сейчас я спускаюсь, чтобы посмотреть под дикие крики, под дикий вой обезьян. Так выглядит этот минеральный источник. По всей видимости, здесь не купаются, потому что место выглядит немного заброшенным. Все в листочках, но действительно кристально чистая вода. Также на этом острове готовят местный хлеб, который здесь же можно будет попробовать. А еще на этом острове можно увидеть крокодилов. Сейчас мы как раз к ним идем. И видим, что есть небольшая площадка здесь, огороженная. И вот чуть подальше плавают крокодилы и черепахи. После того, как мы побывали в национальном парке Нансияга, мы уже приплыли обратно к причалу, где сосредоточены все лодочки. Ребят, если вы также хотите отправиться на эту экскурсию, то мы оставим все контакты в описании под видеороликом. Компания называется Explorer Catemaco. Да, у нас сегодня был такой экспресс-тур. Мы посмотрели несколько островов, 2 самых популярных острова, посмотрели национальный парк и вернулись. Порядка 2 часов, наверное, длилась наша прогулочка на лодке. Можно отправиться, конечно, на 3 часа и на 4 часа, если вы вдруг захотите испробовать этот национальный обряд в бане, либо отправиться к шаману или сделать маску для лица. Ну и, конечно же, ребята, какой выпуск у нас в Мексике обходится без национального напитка Micheladas, который мы здесь полюбили, поэтому сейчас берем 2 вкуснейших Micheladas'а. Один у нас будет с тамариндом, а второй с ананасом, да. Идет такая заправочка из фруктов. И сверху будет наливаться уже пиво, но вначале еще немножко томаты, какая-то сальса, видимо, да. У него какой-то специальный рецепт.
Ну что, пробуем, друзья, лучший мичеладос в Катамако. El primo. Вкус очень насыщенный. У меня с тамариндом, а у тебя? У меня с ананасиком. С ананасиком. Давай, будем здоровы. Чин-чин. Чин-чин. Будем здоровы. Tenemos aquel local, es el mismo. Mucho gusto. Огромное спасибо этому агентству за то, что провело нам такую интересную экскурсию. Угостили еще мичеладосами, а сейчас мы отправляемся дальше на водопад. Сейчас мы в нашем автомобиле выдвигаемся к водопаду Эйпантла, до которого ехать примерно полчаса. Доехали до входа в водопада. Здесь большая площадь, музыка играет, много различных кафешечек, много различных палаточек. Чтобы пройти на этот водопад, нужно еще купить билет стоимостью 50 песо с человека. Потом отдельно еще нужно будет заплатить за обзорную площадку. В самом начале есть два пути. Здравствуйте. Можно дойти до обзорной площадки, так называемый Мирадор, а можно сразу пойти к водопаду. Мы сначала решили посмотреть, где здесь находится обзорная площадка, а уже дальше идти к самому водопаду. Сейчас мы находимся на обзорной площадке, с которой открывается вид на вершину водопада. Именно отсюда прыгал главный герой фильма «Апокалипсис» режиссера Мэла Гибсона. То есть, кстати, вот отсюда он спрыгнул вниз, нырнул, он пытался убежать от преследователей и, наконец-таки, вынырнул и побежал по земле. Правда, есть информация, что главный герой фильма «Апокалипсис» вовсе не прыгал с этого водопада, а он прыгал с 15-этажного здания в городе Веракрус, в штате которого мы находимся. А потом уже с помощью компьютерной графики смонтировали, будто он прыгает с водопада. Но в любом случае водопад шикарный. Сейчас на обзорной площадке мы не заметили, чтобы кто-то еще брал дополнительную плату за ее посещение. И будем уже возвращаться обратно и спускаться вниз к подножью. Сейчас мы подошли к огромной лестнице, которая ведет к водопаду, и потихоньку начинаем наш спуск. Нашли мы наконец-то еще один пункт оплаты. Не сказать, что мы его, конечно, искали, но увидели по дороге, вот уже спустившись вниз с лестницы, дополнительно платим 5 песо за то, чтобы подойти к самому каскаду, видимо, спуститься к подножью, увидеть водопад. Ребята, посмотрите, какая мощь водопада, какая сила. Да, сверху он смотрелся тоже привлекательно, но когда спускаешься вниз к подножию, то удивляешься вдвойне. Купаться в водопаде запрещено, но если подойти к нему поближе, чтобы сделать фотографии или просто полюбоваться, то вас, конечно же, брызгами окутывает. В связи с этим я и дрон тоже запускать здесь побаиваюсь, потому что на самом деле все в воде. Вот здесь вот даже можно видеть, как брызги воды ветром сносят по течению. Также на территории водопада есть торговые ряды с множественными сувенирами и брелки, различные магнитики. В общем, все об этом месте. А еще есть интересный мужчина, который здесь катает сигары. То есть он здесь их прям производит, катает табачный лист и продает сигары. Сколько?
Сколько стоит? 50 песо за одну сигару. Вот за такое. Ese todavía le falta, hay que meterlo a la moto. Спросили пару видов сигар. Вот, допустим, вот такие вот стоят 50 песо. Пачечка небольшие, вот сигарила, видимо, с шоколадом, с ванилью. 90 песо за 5 штучек. Может быть, что-то мы с вами возьмем на пробу. После прогулки по водопаду возвращаемся в наш городок Катемако. Но вначале, конечно, предстоит пройти высокий подъем по лестницам. Увидимся на ужине, друзья. Мы снова приехали в центр Катемако, на его набережную, чтобы поужинать в ресторане, который называется Хичиза де Амор. В этом ресторане есть 2 этажа, но мы решили выбрать себе столик на террасе. Сейчас мы поднимаемся на 2-й этаж, где находится терраса, и где Кирилл запустил дрончик, чтобы показать вам кадры с лагуны. Сейчас как раз хорошее время для полетов. Заказали себе 2 напиточка, очень необычных. Один мичеладос из ягоды дикой, который называется чеголополи, и мескаль из этой же ягоды. Поужинали пиццей и крылышками и завершаем наш день в городе Катемако. Если вам понравился этот выпуск, обязательно напишите в комментариях, ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока! Всем пока, друзья!